Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что удается найти, я вам показываю, мои дорогие зрители. В этот раз мне достался вот такой пакет. Сам мешок небольшой, но очень-очень тяжелый и плотненько набитый различными предметами. Я не знаю, возможно, это просто лом, возможно, это что-то стоящее в этом пакете есть. Достался он мне аж за $10. Но схватила, потому что, во-первых, не было выбора такого, как раньше. Во-вторых, он мне показался тяжелым. Значит, что-то, говорится, ценное, возможно, тут есть. И перед тем, как распаковывать этот мешочек, хочу показать вам вот эту сову из прошлого своего видео, из прошлого пакета. Тоже нашла. Это витраж пластиковый. Мне кажется, это что-то такое интересное. В общем, я ее помыла, почистила и подобрала к этой сове вот такую цепь. Жду ваших, скажем, подсказок, советов. На мой взгляд, это выглядит очень гармонично. Такая крупная цепочка. Тоже была найдена в каком-то из мешков, но по оттенку, мне кажется, они вот эти вот, сама вот эта вот основа и цвет цепочки хорошо совпадают, также цепочка винтажная, ну, в общем, как-то вот так. Напишите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. И еще у меня к вам небольшая просьба, вернее, вопрос и совета хочу получить от вас по поводу вот этого украшения. Сейчас, минутку. Покажу. Тоже в одном из пакетов нашла вот такой кулон с цепочкой. И это кулон, который, вернее, колье, который имеет маркировку Лея София. Пыталась найти именно вот такую бусину, а бусина необычная. Это жемчужные вставочки. В общем, вот такая оклеенная жемчугом бусина, но серьги мне как бы подобрать к этому колье проблемно. Как оказалось, один из вариантов это вот такой, но по, скажем, по качеству металла отличаются, но по форме, во всяком случае, совпадают. Как вы думаете, вот этот вариант хорошо подходит? Либо сейчас покажу вам второй вариант. Это вот такие серьги. По качеству они мне больше нравятся, чем первые. И они маркированные. Так, минуточку. Сейчас возьму лупу. И так. И они маркированы Avon. Но качество получше. В общем, люблю эти серьги и этот кулон. Как вы считаете, первый или второй вариант более удачный? Ну, вот сейчас сначала первый покажу вот так, близко. И сейчас покажу вот второй вариант. Как вам? Я надевала вот так, но потом обнаружила, что у меня прям по форме идеально подходящие есть серьги. Так что помогите, подскажите, буду вам очень благодарна. Ну и давайте приступим к этому мешку. Как я уже сказала, мешок тяжелый. Сейчас поиски все как бы труднее и труднее производить. Меньший выбор. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, связано... Здесь вот что-то такое закрыто. Связано с меньшим количеством уже украшений, которые остались у людей на руках. Возможно, уже все поздавали, хотя это маловероятно. Либо это связано с возросшим интересом к винтажным антикварным украшениям. В общем, возможно, и тот, и другой. То и другое предположение тоже имеет место быть. Так что, так, здесь еще мешок в мешке, здесь еще какие-то бусины в мешке. В общем, давайте буду брать то, что не в мешочке. Здесь вот какие-то нитки тоже. Ну, мешок такой нечистый, грязненький, надо будет почистить. Так, ну первое, что попалось, это бисер. Я даже не знаю, как его стоит распутывать или нет. Вижу, тут есть вот такая застежка. Своеобразный крючок, крупный. Возможно, это хендмейд чей-то. Но работы тут было проделано много. И вот такой крупный крючок и застежка. Возможно, это что-то мексиканское.
бисер мелкий. Но подобный бисер я, например, люблю носить именно в таком скрученном положении, как жгут. У меня тоже есть и жгуты, и подобные тоже похожие есть у меня бисерные разные бусы. Думаю, если вот так скрутить в жгут, то вид будет гораздо интересней. Причем вот в таком виде, если жгут скрутить, можно и какое-то колье сюда крупный, кулон, вернее, какой-то крупный повесить. Так что вполне себе как вариант. Разбирать не буду, сразу говорю, с этим возиться не буду. Довольно грязный такой лот. Так, здесь что? Так, у меня тоже есть коллекция цепей, и похожие цепи у меня тоже есть. Это полые такие трубки, скрученные именно вот в такую форму. Я думаю, что это что-то из 80-х, да, когда было в моде именно золото, чтобы все сияло, сверкало, блестело. Тоже эта тема 80-х мне тоже нравится. И много у меня украшений в таком виде. И кому интересно, я могу показать вам коллекцию именно цепочек, цепей, какие есть у меня. Так, и здесь, и здесь даже что-то типа маркировки есть. Да. И это тоже Avon. Тут маркировочка есть. Ну, думаю, это что-то 80-е. Винтажный Avon, кстати, мне очень нравится, потому что, ну, всем известную информацию сейчас скажу, ну, кто-то, возможно, не знает о том, что компания Avon не занимается и не занималась никогда производством украшений. Она заказывала у различных компаний, вполне себе достойных, известных и именитых дизайнеров. Так что винтажный Avon вполне качественный. Так, здесь что-то отлетело. И здесь вот такая цепочка странного размера, между прочим. Но я знаю, что это такое. Это цепочка на запястье ноги. Так, на ножку цепочка. Так она будет свисать. Интересненько. Так, такая позолота. Маркировки нет. Кстати, вот я тоже люблю цепочки, украшения для ног. У меня есть цепочка на ноге тоже. Я в ней в бассейне купаюсь, хотя это прям не золото, но в отличном состоянии. Вот это вот такая нежная, красивая, с алмазной обработкой. Да, кто моего возраста знает, что вот именно такая отшлифованная поверхность металла называлась алмазная обработка. Я не знаю уж, насколько она там алмазная. Так, следующее что-то нечто. Напоминает серебро. И здесь, сейчас, минуточку. 925 проба. Серебро нужно почистить. Я думаю, что цепочка. Сюда нужно какой-то подвес, тоже какой-то кулончик. Сейчас попробую салфеткой немножко почистить и посмотрим, как сразу засияет, засверкает, если это действительно серебро. Достаточно вот небольших усилий приложить, и уже видите, как засияло. Так что надо чистить. Так, в сторонку. Следующее тут бусины, предположительно гранатовые стеклышки или натуральный гранат, не знаю. Если бусы, то покажу, если нет, это что-то в хорошем состоянии. У меня, кстати, тоже много есть гранатовых бус. А здесь вот так вот гранатовые бусы. Холодные, приятные. Думаю, что из нескольких вот таких бус можно собрать комплект. У меня есть похожая нитка, тоже граната. Может быть, сделать колье и серьги, браслет, что-то вот такое. А, кстати, сейчас, минутку, я покажу вам что-то. У меня есть гранатовое к этому подходящее. Минуточку. Дорогие мои, не нашла. Не стану тратить время. Будет после разбора. Хочется быстрее разобрать. После разбора, думаю, что найду, поищу. Так, следующее, что тут? Так, а здесь вот продолжение. Это браслет. Мне кажется, это комплект.
минуточку. Все ли тут работает? Все отлично работает. Это вот такой комплект. И вы знаете, мне кажется, у меня что-то есть подходящее к этому комплекту. Минутку. Да, попробовала я подобрать еще несколько вариантов, но мне кажется, вот этот вариант сюда очень хорошо подходит по форме, по цвету металла, то есть как серьги, но они почищенные, и это тоже винтажные серьги. Я их находила, и здесь есть, маркировка тоже в одном из пакетов. Нашла эти классные серьги, и у них где-то есть маркировка. Да, вот есть маркировка. И это Мане патент. Вот маркировка Мане. И думаю, что вот это как комплект вполне может быть. Ну, конечно, видите, по цвету отличается. Серебро требует постоянного регулярного ухода за собой. Поэтому почищу и думаю, что как комплект буду вот это надевать. Так, это мои старые, так сказать, находки. А это все надо чистить и мыть. Так, следующее, что тут? Пакет в пакете. И тут собраны какие-то тоже детали. Ну, когда живешь в стране производителя, например, вот я живу в Америке, и мне часто очень попадается именно американская бижутерия. Кто девчонки живет в других странах, им, соответственно, как говорится, ассортимент совсем другой попадается. Так, ну что вот здесь давайте рассмотрим. Буду брать по одному украшению и что-то буду рассматривать. Так, минуточку. И тоже похожие украшения у меня есть. Немножко цвета отличаются. Здесь вот такой глубокий синий, зеленый, желтый. А у меня немножко посветлее и по-моему, малахитовый цвет. И желтый немножко тоже другой. По-моему, не желтый, какой-то другой оттенок. Так, это вот такое колье. Посмотрю, все ли работает, все ли отличается, все ли открывается, закрывается, все отлично. Вот оно скручивается, почему-то что-то в нем не то, не так. Так, вот здесь вот похоже была как бы штамповка, маркировка, но она либо стерлась, либо нет, маркировки не было, это просто такое броширование. Но, кстати, очень похоже на что-то интересное. И это, по-моему, это пластик. Да, пластик. Ну, такое интересное сочетание цветов. Вполне себе необычное. Синий, зеленый, желтый. Вообще интересно смотрится. Так, следующее. Такое нечто. Так, здесь все ли на месте? Такая вещица. Интересное очень колье. Ну, с первым взглядом что-то мне показалось, что это что-то дешевое китайское. А сейчас я вижу, что это... Тут есть и гелиотис. Кто не знает, гелиотис — это вид перламутра. Это такой же перламутр, который только отличается по цвету. Имеет вот такой оттенок, перелив желто-зеленый, как бы похож немножко так на бензиновое покрытие. Уходят вот синие, зеленые оттенки, но это на самом деле тоже перламутр. Так, вот здесь вот вижу, или это так должно быть, что-то перевернуто. Как говорится, художественный дизайн. Ну, интересно. Его тоже нужно помыть. И это тоже похоже на стекло. Похоже на стекло. Такая интересная вещица. Летняя, нарядная. Интересно, есть удлинительная цепочка. И вот так с обратной стороны выглядит. Ну, часто на обратной стороне есть маркировка.
Здесь вижу, что маркировки никакой нет. Кстати, обратная сторона тоже интересно выглядит. Ну, вполне вот себе такое интересное колье. Хочу понять, все ли на месте, все ли хватает. Уж очень много тут таких элементов. Здесь вот такой подвес. И у меня есть идея. У меня, кстати, есть подходящие серьги. Сейчас попробую найти. Так, ну сейчас сходу несколько вариантов взяла. Это может быть вот такие серьги. Здесь тоже сочетание, видите, перламутра с гелиотисом хорошо сочетается, как вариант, да. Следующий вариант, это может быть вот такие серьги. Ну, как говорится, по оттенку все хорошо, да, но оттенок металла, здесь бронза, здесь черный, не очень, да. И вот такой вариант тоже может быть. Но опять-таки, видите, оттенок металла такой специфический черный. Мне кажется, надо что-то подбирать именно вот с такой фурнитурой серьги. Тогда будет идеально. Ну, как говорится, будем искать. На этом не останавливаться. Много украшений. И, возможно, что-то у меня подходящее к этому всему есть. Так как есть здесь вот, так как говорится, поле, где можно разыграться. Так, следующий вариант. Тоже похожее колье. И это такая вещица. Все хорошо работает, нет? Трудно. Вот так вот. Более крупная. И здесь есть маркировка на Пьер, между прочим. У меня тоже похожие есть, но там тоже вставки, другие формы немножко отличаются. И очень красивые вставки. Стекло. Такое интересное колье. Нежное, красивое. Так, а здесь вот кристаллики или что это? Нет, вот здесь при близком рассмотрении понятно, что это не кристаллики вот в обрамлении, а именно вот такое броширование, дизайн такой типа шишечки. Вот такое интересное, приятное колье. Ну и приятная маркировка Мане. Эти вот два колье похожи, между прочим. По оттенку металла, как-то вот по качеству материала. Так, ну вот такая вещица. Следующее. Что-то это. Ну вот это вот подобные украшения часто встречаются. Это, кстати, стеклянные бусины, похожи на молочное стекло. Но это тоже что-то современное, мне кажется. Да, 90-е, да, вот что-то вот такое были в моде, вот такие украшения и разного цвета. И до сих пор я вижу в каких-то магазинах, маркетах, да, подобное что-то продается. Здесь чего-то не хватает? Нет. Вот заканчиваются все вот такими пинами. То есть все в порядке. Разного размера есть и вообще много-много рядные. Ну и в разной цветовой гамме тоже подобные украшения часто встречаются. Найти маркировку я не надеюсь. Думаю, что это современное что-то. Здесь маркировки, соответственно, и нет. Вот такая вещица приятная. Ну, кстати, вот на любом фоне белое вот это будет как бы освежать. Белое колье будет освежать. И на загорелой коже вполне себе эффектно будет выглядеть. Так, идем дальше. Осталось вот это. И это что-то маркированное. Здесь лебедь. Это знак Сваровски. Лебедь с кристалликом. Тоже у меня таких украшений много. Вот так вот маркировка выглядит. И в стиле таком
Бусы интересные. Ну, как это? Колье, бусы, как можно это назвать? Хочется разложить. А, нет, посмотрите, они чередуются. Я подумала, что это обратная сторона. А нет, на самом деле это чередуются вот такие плоские бусины. И мне нравится то, что они вот собраны на металлические вот такие детали. То есть вечное украшение. Единственное, если что-то кольцо разомкнется, его можно тут же закрепить. И вот такая вещица. Сваровский. Больше нигде маркировки не увидела. Думаю, что достойный шедевр сегодняшнего разбора получился. Все удалось. Мне очень приятно, что я не выбросила 10 долларов, а что-то интересное здесь меня все-таки ожидало. Понравился мне, конечно, вот этот предмет от Сваровски. Вот на Пьер тоже вещица такая интересная. Ну и гранат, натуральный гранат тоже буду подбирать и собирать какие-то комплекты с помощью этих украшений, с помощью этих вот гранатовых бусин. Мои дорогие, пишите свои впечатления, что вам понравилось, что не понравилось. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.